Обращение к Москве и Киеву. Зеленский пошел на условия. Заявление о победе и большой сделке. Итоги переговоров в Белом доме. Берлин призывает Будапешт надеть на Путина наручники. Как Кремль и Белый дом проведут переговоры в Венгрии. Названы маршруты самолета Путина. Покажем мнение россиян и украинцев. Чего ожидают от переговоров в гостях у Орбана. Капитуляция Киева, отказ Путина от победы, война за пределами Украины или же затяжной конфликт. Каким будет финал войны? Озвучены варианты, обсудим. Новое предложение. Зеленский ждет Путина, однако не ногой в Беларусь и Россию. Заявление Банковой. Полное прикрытие украинцев. Польша и Италия идут против Германии. Скандальное решение Рима и Варшавы. Подозреваемый в подрыве российских газопроводов отпущен на свободу. Вильнюс вновь возвращает охрану президентского уровня. Белорусской оппозиционерке Тихановской, а в Узбекистане заявляют о победе. 13 тысяч незаконно уволенных граждан побеждают в суде. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Берлин призывает Будапешт надеть на Путина наручники. Мировые лидеры, а также пресса продолжают обсуждать предстоящую встречу Трампа и Путина в Венгрии. В связи с этим высказались и немцы. В МИД Германии напомнили, что Венгрия должна исполнить ордер Международного уголовного суда на арест Путина. Об этом пишет Deutsche Welle. Авторы материала уточняют, что при этом в ЕС заявили, что въезд Путину в Европу санкциями не запрещен. Однако Будапешт должен соблюдать устав МУС. Несмотря на то, что Венгрия объявила о выходе из-под юрисдикции суда, это решение вступит в силу только в апреле 2026-го, уточняет издание со ссылкой на МИД. До тех пор Венгрия по-прежнему обязана исполнить ордер на арест Путина в случае его прибытия в страну, заявили в немецком внешнеполитическом ведомстве. Отметив, что возможность исключения в связи с переговорами РФ и США, Будапешт должен уточнить у МУС, так как в уставе это прямо не прописано. Орбан считает, что выбор Венгрии для американо-российского саммита вполне логичен. Еврокомиссия при этом также заявляет, что любая встреча, которая приблизит мир в Украине, это отлично. К тому же Венгрии уже дали понять, устроят теплый прием Путину и никаких арестов не будет. Конечно, здесь, в Венгрии, в Будапеште, мы готовы предоставить подходящие условия, чтобы президенты США и России могли вести переговоры в безопасной и спокойной обстановке. Это самая безопасная страна в Европе, одна из самых безопасных стран в мире, так что, если где-то и можно, то здесь лидеры могут вести переговоры в безопасных условиях. Все технические вопросы, начиная с выбора места проведения, пока остаются открытыми. Как только дата будет окончательно определена, мы, естественно, предоставим информацию обо всех технических аспектах. Аналитики при этом пока гадают, каким образом Путин окажется в Венгрии и какой маршрут будет выбран для президентского самолета. Ведь ограничения Европейского Союза на использование воздушного пространства российскими самолетами могут осложнить такой перелет. По данным экспертов, самолет не сможет попасть в Будапешт напрямую без спецразрешения ЕС или отдельных стран. Рассматриваются два возможных пути – короткий и более длинный. При этом самолет Ил-96, на котором обычно летает Путин, технически способен совершить перелет без дозаправки, независимо от выбранного пути. Первый вариант – так называемый северный маршрут через Беларусь, затем Польшу и Словакию. Это был бы самый короткий путь. В обычное время, скорее всего, выбрали бы именно его. Более длинный маршрут проходит восточнее, затем на юг, через российскую территорию, далее над Черным морем и через Румынию в Венгрию. Это значительно более длинный путь, и, учитывая маршруты российских самолетов с начала войны, которые все же летали в воздушное пространство ЕС, этот вариант кажется более вероятным. Но опять же, ситуация особая, ведь речь идет о перелете президента России, а не о дипломатах. И встреча в Будапеште пройдет без Зеленского, хотя ранее в прессе появлялась информация о том, что такой вариант возможен. Однако Трамп накануне уже заявил, что в Венгрии с Путиным будет вдвоем, а с Зеленским на связи. Чего ожидают от этой встречи украинцы и россияне? Далее предлагаю послушать мнение двух сторон. Россияне отвечали на вопрос в Москве. Слушаем. Ну, дай бог, чтобы все кончилось мирно. И, может быть, даже специальная военная операция подошла к своему логическому завершению, чтобы цели были достигнуты нашей стороной, в основном нашей стороны. Вот. И украинская сторона наконец-то перестала принимать в этом участие, в этом бессмысленном и воинском столкновении. Слушайте, на любую силу есть своя сила. Поэтому Путин с ним и договорился. Нельзя Россию запугивать.
бомбардуем вот этими ракетами. На эти ракеты у нас есть свои ракеты. По-моему, уже очевидно, что это какая-то будничная новость. На мой взгляд, это просто одна из встреч, созвонов, так что не знаю, ничего не жду. У украинцев своя точка зрения. Далее мнение людей, которые дали интервью на улицах Киева. Люди выражают сомнения из-за поведения Трампа. К сожалению, я не верю, что что-то хорошее от этой встречи будет для нас, для украинцев, потому что Трамп говорит что-то, как клоун, а потом делает наоборот. Я сама с Луганска, это тянется с 2014 года, но иногда просто уже нет сил. Поэтому надеемся на лучшее, но уже терпение заканчивается, если честно. Столько обещаний оттуда, и ничего не выполняется. Я думаю, что говорить нужно, но я ничего не ожидаю от этой встречи или телефонного разговора. Мы уже все это проходили и не видели никаких ощутимых результатов. Хотя чудо всегда возможно. Зеленский по-прежнему готов встречаться с Путиным, однако есть условия. Это не должны быть Россия или Беларусь. Об этом накануне заявил глава офиса Зеленского Ермак. Он также рассказал, о чем за закрытыми дверями собирались говорить с Трампом. Есть много тем, которые невозможно обсудить по телефону. Например, ситуация на передовой, наши военные планы и то, как мы и американская сторона видим следующие шаги в мирном процессе, отметил Ермак. Он добавил, что Зеленский сказал Трампу, он по-прежнему готов встретиться с Путиным в любом формате и в любом месте мира, кроме России и Беларуси. Венгрия выбрана для встречи Трампа и Путина, потому что США нравится Виктор Орбан, а сама Венгрия – безопасная страна. Такое заявление сделал Трамп в первые минуты встречи с Зеленским. Она, кстати, началась с задержкой в полчаса. Перед тем, как в Белый дом зашел Зеленский, там был итальянский певец Андреа Бочелли. И, вероятно, из-за его приема разговор об Украине отложили на 30 минут. Беседа с прессой при этом длилась практически 45 минут. Часть из этого времени, безусловно, была уделена вопросам завершения войны в Украине. Несколько раз журналисты спрашивали и о томагавках, и как разговоры о них могли повлиять на Путина. Вот каким был ответ Белого дома. Думаю, он просто хочет заключить сделку, вот и все. Не могу сказать, что именно его побуждает. Конечно, угроза – это хорошо. Но угроза всегда существует. Томагавки – очень опасное оружие. Это невероятное оружие. Если вам нравится военное дело, это одно из самых точных вооружений. Мы использовали их. У нас было 30 томагавков по Ирану после ударов Би-2. Мы как бы добавили финальный аккорд. 30 томагавков с подводной лодки, находившейся довольно далеко, кстати. Но это потрясающее оружие, очень мощное, но и крайне опасное. И это может означать нечто большее – эскалацию. Это может привести ко многим плохим последствиям. Томагавки – серьезная вещь. Трамп вновь повторил, что томагавки нужны и самим США, выражал надежду, что Украине они не понадобятся. ABC News считает, что такая риторика Трампа – это результат его последних переговоров с Путиным. Теперь он стал осторожным. Несколько дней назад Трамп был оптимистичен по поводу возможной продажи ракет большой дальности Украине, выражая разочарование продолжающимися атаками Москвы. Но после разговора с Путиным Трамп стал более осторожным и начал выражать обеспокоенность по поводу истощения запасов США. Зеленский же заявлял, что томагавки, если и появятся у ВСУ, то полетят лишь по военным объектам России в сочетании с украинскими дронами. При этом украинская сторона заявила, что у Трампа есть все шансы закончить войну. После стороны ушли на закрытые переговоры, которые длились больше запланированного времени. Трамп назвал встречу интересной и дружеской, ни слова о томагавках, однако обратился к Путину и Зеленскому, призвал заключить сделку и объявить о победе. Далее цитата. «Пролито достаточно крови. Границы больше не должны определяться войной и жертвами. Они должны остановиться там, где стоят. Пусть оба объявят о победе, а история рассудит». Зеленский пошел на условия США, он готов к остановке войны по нынешней линии фронта. Ради наших стран и в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся и что имеем сейчас, ведь против нас стоит такая большая страна, я думаю, что мы должны остановиться там, где находимся сейчас. И здесь президент Соединенных Штатов прав, мы должны остановиться там, где мы есть. Важно это прекратить, а потом уже начинать разговор. Также признался, что разговоры о дальнобойном оружии не будут публичными, а потому США и Украина решили об этом ничего не говорить. Кроме того, самым сложным вопросом в будущих переговорах Зеленский назвал вопрос территорий, но прежде должно произойти прекращение огня.
Москва и Киев не готовы к уступкам, несмотря на то, что армии двух стран изрядно истощены продолжительной войной. Об этом пишет издание «Эль Мундо». Авторы материала и уточняют, что на фоне всех действий, которые пытается предпринять Трамп для завершения войны, аналитики составили 5 вероятных сценариев конца войны. Итак, «Эль Мундо» пишет, что первый вариант завершения войны – это навязанный мир Трампа, при котором США попытаются принудить Россию к прекращению огня с помощью санкций и давления. Однако без гарантии безопасности такая сделка будет крайне шаткой. Второй – это эскалация войны. Она выходит из-под контроля и за границы Украины. Вероятный конфликт в одной из стран Балтии. Третий вариант – затяжная война, которая будет длиться и весь 2026 год, так как Украина не сдастся, а Путин не откажется от идеи победы. Именно этот вариант является одним из самых вероятных, по мнению аналитиков. Четвертый – это экономическое истощение России, которое может заставить Кремль сесть за стол переговоров из-за падения доходов, инфляции и нехватки ресурсов. «Эль Мундо» пишет, далее цитата, «Хотя никто не ожидает внезапного краха, все больше аналитиков прогнозируют постепенную деградацию, которая обеднит россиян и лишит Москву возможности поддерживать агрессию против Украины надолго». Конец цитаты. И последний, пятый вариант – поддержка союзников иссякает, и Украина идет на условия Москвы, что фактически означает капитуляцию. Поскольку администрация Трампа дистанцировалась, европейская поддержка сейчас жизненно важна для функционирования украинского государства и его армии. Несмотря на рост эффективности местного оборонно-промышленного комплекса, его выживание зависит от поступлений из Брюсселя. Без этих средств, при потере части населения, уехавшего в Европу, и разрушенной промышленности, возможности Украины вести затяжную войну будут минимальны. Друзья, что думаете об этих 5 вариантах завершения войны? Каков считаете реальным? Или же у вас есть свой вариант? Жду ваших комментариев по этому поводу. Также спасибо, друзья, всем тем, кто продолжает поддерживать меня лайком. Вас несколько десятков тысяч, и это очень приятно. Не забудьте подписаться, ведь более 70% из вас до сих пор этого не сделало. И отдельное спасибо всем женщинам, которые смотрят и оставляют свои дружеские комментарии, даже по поводу внешнего вида. Всем большой привет! А я продолжаю. Полное прикрытие украинцев. Польша и Италия бросают Германию. Польский суд отказался выдать Берлину украинца Владимира Журавлева, инструктора по дайвингу, которого подозревают в подрыве газопроводов «Северный поток». Суд постановил немедленно освободить его, заявив, что действия против инфраструктуры страны, воюющей с Украиной, нельзя считать преступлением. Премьер Польши Дональд Туск поддержал решение, назвав его правильным. Польский суд отказал в экстрадиции в Германию гражданина Украины, подозреваемого во взрыве газопровода «Северный поток-2», и освободил его из-под стражи. И правильно. Дело закрыто. Тем временем в Италии также несколько дней назад отменили ордер на экстрадицию бывшего капитана украинской армии Сергея Кузнецова, также обвиняемого в саботаже северных потоков. По версии немецких следователей, Кузнецов и Журавлев входили в группу, арендовавшую яхту «Андромеда» и установившую взрывчатку на газопроводах в Балтийском море. В Германии им грозит до 15 лет тюрьмы. Россия при этом считает, что к взрыву северных потоков причастна не Украина, а Британия, так как для этого имеет высококлассных специалистов. Тихановская снова под охраной. Вильнюс включил режим защиты после громких споров. Литва временно вернула белорусской оппозиционерке охрану на уровне государственного лидера. За безопасность снова отвечает служба охраны руководства, пока создается новая система защиты. После этого решения заработал и офис Тихановской, который практически на 2 недели остановил свою работу. Ранее, напомню, Вильнюс снизил уровень охраны Тихановской, передав ее под надзор криминальной полиции, что вызвало бурную реакцию в белорусском демсообществе. Теперь же охрана возвращена, и, по словам представителей команды Тихановской, вопрос решен конструктивно благодаря позиции президента Гитанаса Науседы. Независимо от обстоятельств и решений Литвы, белорусы всегда будут благодарны этой стране за поддержку нашей борьбы и за то, что она принимает белорусов. Наша задача – вернуть свободу Беларуси, вернуться домой и быть надежным соседом для Литвы. Напомню, ранее издание ЛРТ сообщало, что охрана, жилье, автомобили для сопровождения и пользования VIP-терминалами в аэропортах для Тихановской обходились Литве в 1 миллион евро в год.
В Узбекистане вернули на работу 13 тысяч незаконно уволенных сотрудников. Ташкент объявил о победе справедливости. Президент Мирзиёев встретился с активистами и ветеранами профсоюзов и озвучил данные об уволенных с нарушением закона, которые впоследствии были восстановлены на своих местах. По словам главы государства, профсоюзы становятся реальной силой, которая умеет защищать людей. За последние годы удалось отстоять права почти полумиллиона сотрудников, взыскать 267 миллиардов суммов и выплатить 35 миллиардов компенсаций пострадавшим на производстве. 4 года назад была создана Академия труда и социальных отношений, что стало новым направлением в деятельности профсоюзов. Президент выразил уверенность, что выпускники этого вуза станут защитниками трудовых прав на предприятиях и внесут достойный вклад в укрепление законности в данной сфере. В Казахстане усилят контроль за гражданами, которые работают на иностранные компании. Минфин страны опубликовал проект приказа о создании единой базы, куда будут вноситься сведения о казахстанцах, работающих на иностранцев. В частности, данные об окладе, имуществе, если его предоставила иностранная организация. И таким образом правительство Казахстана хочет, далее цитата из приказа, повысить уровень правовой определенности и прозрачности финансовых потоков, снизить риски теневой экономики и способствовать укреплению национальной безопасности. В целях реализации нового налогового кодекса Республики Казахстан определяется порядок и сроков представления лицами и структурными подразделениями юридических лиц сведений о получении и расходовании денег и иного имущества от иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства, а также формы таких сведений, формы уведомления органов государственных доходов, порядка формирования базы данных. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Хороших вам выходных. Не забудьте подписаться, поставить лайк. До встречи уже завтра.